Друзья мои, всем привет! Еду на свиданку с очередной богиней дискотеки. Я богиня дискотеки. Я богиня дискотеки. Значит, с богиней дискотеки переписывался с ней почти месяц, ну, параллельно там, понятно, со всеми остальными. Вот, решил, соответственно, сделать ход конем. Вот, опередить, так сказать, все хотелки, которые могут возникнуть у наших современных девушек. Договорился с ней встретиться в торговом комплексе перед тем, как продолжить рандеву. Вот, и купить ей какой-нибудь ништячок. Ну, там, в пределах никакой, ну, в пределах, ну, там, 5-10 тысяч, что-то такое. Желательно, конечно, ложиться в пятерик, ну, там как пойдет. Вот, чтобы сразу захватить внимание, очаровать, так сказать, показать who is who, ну, а потом, соответственно, как-то наладить уже более глубокий контакт. А то я все сижу, ну, даже стыдно как-то в моем-то возрасте. Я так все и просижу. А надо же, так сказать, двигаться. И, так сказать, домой. Вот так вот. Едем. Итак, сегодня на обзоре таксопарк Такси Хайп, который действительно является лучшим таксопарком России. Ему доверились уже очень многие водители и не пожалели. Конечно же, это моментальные выплаты, быстрое подключение, огромные заработки, круглосуточная поддержка, да и вообще кармически правильная установка, которая позволит тебе, мне и всем, кто с нами, заработать невероятное количество денег, которое останется потом только придумать, куда потратить. Поэтому переходи по ссылочке в WhatsApp внизу, мы всех подключим очень быстро, и будет тебе счастье и море бабла. Мои ножки. Помнишь, такой мультфильм был про муравьишку, который из муравейника, старый советский, из муравейника выпал. А у меня ноги, а мне домой. Не помнишь? Ну ладно. Хорошо. Я не настолько старая, чтобы вспомнить. Я не про это. Но зато мы с пользой провели время. И я хотел изначально сделать тебе приятное. И, соответственно, мне кажется, что у меня получилось это сделать. Не благодари, как говорится. Ну, если честно, так. Я немного расстроена. А чем ты расстроена? Погодой, может быть, немножко солнышко ушло. Может, из-за этого? А чем ты можешь быть расстроена? Я ожидала другого. Другого мужчину? Нет. А другого что? Другой подарок, что ли, какой-то, или что? Ты сам не можешь догадаться. И для чего же? Чтобы каждый меня шароебил, как меня это достало? Ну, вообще, честно говоря, пока не очень. Вроде все нормально было, а что такого? Ну, ну, ты, подожди, мы с тобой пошли, я тебе предложил варианты. Ты, ну, там, я так понял, ты склонилась вот к этому, мы его купили. А чем плохо? 10 тысяч рублей, мне кажется... Ты даже не заметил, что я остановилась не у этой стойки. Ну, подожди, ну ты никак не просигнализировал, и я взял инициативу немного в свои руки, но мне кажется, ну, туалетная вода, как я уже сказал, за такую сумму, она, ну, в принципе, очень даже и неплохо в нынешних-то реалиях. Неплохо? Именно, что туалетная вода для туалета. Так, подожди секунду, она просто так называется. Нет, она пахнет елкой. Елкой? Елкой пахнет, значит. Мужской одеколон. Это не мужской одеколон. Это вообще-то женский. Подожди, ты сейчас к чему это вообще? Я не очень понял. А что ты там, говоришь, ты остановилась где-то? А что там ты остановилась? Где ты остановилась? Ты должен был понять. Почувствовать. Что почувствовать? Мой взгляд, что я хочу. Нет, ну, мы общаемся уже столько времени. Стоп, ты говоришь, она для туалета. Ты к чему это вообще сейчас сказала? Освежитель воздуха для туалета. Освежитель воздуха для туалета? Ты пользуешься освежителем воздуха для туалета за 10 тысяч рублей?
если мне не нравятся такие духи, то я поставлю его в туалет. Действительно. Хорошо живете, на самом деле, очень неплохо. А остановилась ты где, ты говоришь? Может, я сейчас пытаюсь вспомнить, что, в какой ты стойке остановилась. Что там было? Нишевый. Так, и? Я что-то не обратил внимания, если честно. Это там, где духи по сотке? Вот это вот? Да, духи почему нет? Вот оно в чем дело. Слушай, даже не знаю, что тебе сказать. Мне кажется, что для первого свидания покупка духов, меня же заговаривал, покупка духов за 100 тысяч, это, немножко too much. Я считаю... Или я не все про тебя знаю? Давай, расскажи, хорошо. Не так, да. Так, а как? Не так. Так, а как? Ты. Так, ты. Так. Дистанцируешься от меня уже, да? То есть, да. Купил не те духи, уже на дистанцию пошла. Так, что? Ты мог. Обратить внимание так. на то, что я смотрю. И хотя бы предложить. Не обязательно мне сейчас их покупать. Это могло быть приурочено, например, к Новому году. Я подождала бы, когда ты приобретешь, сможешь накопить деньги на эти духи. Но хотя бы я ими буду пользоваться, я буду довольна, и я буду рада этому подарку. Вот. Понятно. Очень интересно. Так, а в итоге, ты же понимаешь, что мы не можем вернуть. Парфюмерия, трусы и ювелирка не возвращают, не подлежат возврату и обмену. Мы даже не можем вернуть. Что мы с ними будем делать? Я тебе уже сказала, что мы будем делать. То есть ты реально Это тоже неплохо, поверь мне, это тоже неплохо. Ты реально будешь их использовать как освежитель в туалете? Почему нет? Действительно. Елка отличная. Отличная елка, да, прекрасно. Что я могу тебе сказать? Я что-то немножко подрастроился. Я так понимаю, теперь и ты подрастроилась? Конечно. Я расстроилась. Что ты расстроилась? Ты что, дура? Что месяц с тобой общалась. Так. У меня уже были виды, планы, мечты, свадьба. Ничего себе. И все разбилось о какие-то духи о елочку за 10 тысяч рублей. Потому что это говорит о том, что зачем нам тратить время на отношения, которые, в конечном итоге они не сложатся. Почему? Потому что у нас разный достаток. Для меня это очень важно, чем пользоваться. Так не, подожди, у меня, может быть, достаток-то у меня и хороший, может быть, я просто не вижу смысла тратить баснословные деньги на вещи, которые того не стоят. Знаешь, есть же вещи, которые переоценены очень сильно. Например, есть такой автомобиль Гелендваген, знаешь, Mercedes-Benz квадратный, такой наверняка знаешь. Вот он стоит безумных денег, но он нереально переоценен, он не стоит этих денег вообще. Понимаешь? И есть очень много вещей, которые переоценены. Я понимаю, для меня это важно. Это создает мне настроение на целый день. Это аромат. Более того, я заказываю духи винтажные, 70-х годов. Это, я так понимаю, что они стоят миллиард, и человек на машине времени... Духи. Человек на машине времени метнулся в 70-е и 80-е, принес, и поэтому так дорого стоят. Нет, это коллекционные духи, потому что они не выпускаются, потому что это история. И сейчас вот эти духи синтетические, с запахом елки, никак меня не интересуют. Это, я понял, по аналогу такие духи были «Красная Москва». Блядь, ты лучше свой клит, вот это хуй помажь, и больше толку-то будет. То есть вот эти винтажные, олдскульные, они, наверное, деревянная Москва, когда еще Кремль деревянный был, да? То есть настолько винтаж. И это ирония, просто я пытаюсь через себя пропустить и понять, насколько это все, как тебе сказать-то, нормально. Насколько это все все-таки как-то нормально, понимаешь? Но у меня пока не получается это узнать. Может быть, мне нужно, наоборот, с тобой как-то потеснее пообщаться, чтобы понять, откуда такие у тебя
запросы и потребности. Может быть, мы в ресторан поедем? Поедим что-нибудь? Какой? Если это будет ресторан а-ля духи? Так, понятно. Вот смотри, да, я тебе могу сказать четко, что я бы, несмотря на то, что я считаю, что у меня приличный достаток, с удовольствием бы стал даже амбассадором этих духов. Вот с удовольствием. А даже несмотря на то, что они по твоему ощущению фу и достойны только освежать воздух в твоем туалете. Я чувствую, что ты меня абсолютно не понял то, что я хотела донести. Я хотела сказать, что для женщины, которая тебе понравилась, так. Можно сделать приятное, заказать духи. Так. 70-х годов. 70. Нет у меня машины времени, к сожалению. Ну нет. Вот все, что могу тебе... Вот тогда вот ты пользуйся. Думаешь? Конечно, женские. Они елка. Они елка? Пока. Ну, давай. Ну... на ум приходит только фильм Владимира Меньшова «Ширли-мырли», когда одна из героинь, иностранная невеста из Америки, говорит: «О, это у вас называется кое-что? Вы есть много кушать? Что, простите? Вы зажрались?» Вот мне сейчас хочется сказать: блять, вы зажрались? Духи за 10 тысяч рублей Ив Сен-Лоран нынче считаются освежителем воздуха в туалете. Блять, у вас что, туалет из золота? Туалетная бумага, сука, из чего сделана? Из, блять, кожи маленьких тюленят? Чё за на... Куда, что происходит вообще? Я... Спокойно, спокойно. Спокойно, Спокойно, Духи за 100 это, конечно, тоже неплохо, но нужно все-таки каким-то образом чуять борозду, мать вашу, я не знаю. Ну, блядь, я даже не хочу... Вы хотите дать оценку от 1 до 10? Я не хочу дать оценку от 1 до 10. Я хочу дать пинка, засунуть эти духи в жопу. Не себе. Это просто какой-то... Это просто какой-то нонсенс, друзья мои. Если бы мне вот такую хуйню бы рассказали лет 20 назад, я бы очень долго ржал и ни за что бы в это не поверил, что такое вообще возможно. Но у нас, сука, мир устроен совершенно другим образом. Все хотят сорвать джекпот. Все хотят. Ну, не хотят счастье понемножку получать. Все хотят сразу и до хуя. Помню, как-то лет 25 мне было. Склеили мы 2 телочек в ночном клубе. При клубе казино было. Привезли их домой. Они нам всю дорогу в клубе и всю дорогу по дороге домой рассказывали, блядь, какие они там дочки, сука, нефтяников, там и хер кого пойми еще, и какие они все охуенные, богатые, крутые, образованные и так далее. И когда они приехали к нам домой, и когда они смыли с себя штукатурку, сняли с себя шмотки, на которые они копили полжизни, и там были дырявые лифчики за 100 рублей, и подбухнув, они нам сказали, что они официантки из Белоруссии в каком-то бильярдном клубе работают. Вот тогда мне уже все было про женщин понятно. А сейчас, сука, мне понятно еще больше. Друзья мои, кому, значит, у кого в туалете плохо пахнет, пишите мне. Я вам вышлю, соответственно, освежитель за 10. Возможно, пахнуть у вас будет лучше. Ну, не знаю, но только по традиции оцените от 1 до 10. У меня нет слов. Чу-чу!
Таксопарку Такси Хайп требуются водители на своих автомобилях для работы в Яндекс.Такси. С нас супер условия и, конечно же, большие заработки. Очень много водителей по всей России доверились нам, работают и вполне себе счастливы. Так что приходи в WhatsApp, ссылочка будет в описании. Удачи!